Арктика. Для большинства из нас это далекий мир исследователей-первопроходцев и суровых полярников, царство вечного холода и огромные безжизненные пространства. Но так ли это на самом деле? К Арктике относятся территории, расположенные к северу от Северного полярного круга, условные линии на широте 66 градусов 33 минуты 44 секунды. Именно на этой широте и к северу от нее можно наблюдать такое явление, как полярный день и полярная ночь. Это периоды, когда Солнце не заходит за горизонт или, наоборот, не восходит над горизонтом в течение нескольких суток или даже месяцев. Российские арктические просторы огромны. Около 5 миллионов квадратных километров нашей страны — это Арктика. Почти треть от всей территории. К арктической зоне полностью или частично относятся 9 субъектов Российской Федерации. Это Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха-Якутия, Чукотский автономный округ. Это бескрайние просторы, которые заняты тундрой и лесотундрой. Это равнины и горы, болота и озера. Это крупнейшие реки нашей страны — Обь, Енисей, Лена, Колыма. И это совсем не безжизненные пространства, как может показаться на первый взгляд. Здесь живут люди. Более 2,5 миллионов наших сограждан можно смело назвать полярниками. Мурманск и Североморск — крупнейшая в Заполярье агломерация и стратегически важный незамерзающий порт. Норильск — уникальный центр добычи и переработки цветных металлов. Салехард — административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, выросший на месте Абдорского острога. Анадырь — самый восточный город России, столица Чукотского автономного округа. Всего более 250 населенных пунктов. Каждый из арктических городов достоин отдельного внимания и рассказа. История каждого из них сложена героическим подвигом первопроходцев, трудом полярников, строителей, промышленников, ученых и исследователей. Кажется, что Арктика где-то далеко, но добраться сюда очень просто. Всего пара часов на самолете, и вы в Мурманске. Или в Салехарде, в самой настоящей Арктике. Здесь можно познакомиться с удивительной историей освоения этих мест, посетить многочисленные музеи и выставочные комплексы. В каждой из арктических столиц есть свой краеведческий музей, который знакомит с историей, этнографией и советским прошлым региона. Обязательно нужно попробовать блюда северной кухни. В каждом регионе Арктики будет своя изюминка. Например, Мурманск порадует любителей свежих морепродуктов. Якутия удивит национальным колоритом. А Ямал
разнообразием блюд из оленины и северной рыбы. Но самое интересное — познакомиться и пообщаться с местными жителями. Арктика — родной дом для многих коренных народов, которые живут на этих бескрайних просторах испокон веков. Они говорят на разных языках, носят разные костюмы, но все очень любят родные места и живут здесь веками в гармонии с природой. Тесная связь с природой отражается в религиозных и культурных традициях коренных жителей Арктики. Для них природа считается священной и требует очень бережного отношения. Это влияет на их повседневные обычаи, праздники и обряды. Многие из них сохраняют традиционный уклад и занимаются оленеводством и рыболовством по сей день. Они ведут кочевой образ жизни и круглый год следуют за стадами своих оленей. Как и все северяне, коренные жители тундры и тайги очень гостеприимны и всегда рады путешественникам и туристам. Это возможность лично познакомиться с уникальным житейским опытом северян и научиться у них по-настоящему экологичному подходу к жизни. Именно коренные народы, они проживали, считают себя частью природы и проживают постоянно в природе. Вся их жизнь связана. Даже те, кто сейчас проживает в поселках, например, да, в селениях, и вроде бы не имеют отношения к традиционным занятиям, но они, проживая в этих селах, в удаленных, они все равно сохраняют эти отношения, потому что они потребляют рыбу, потребляют мясо, которое является даром, скажем так, природы. И я всегда говорю, что тогда, когда был Советский Союз и так далее, вот, были социалистические какие-то нормы равноправия, единства, и много такие вот нормы, которые декларировались, они на самом деле были очень близки к народам Севера. Они в какой-то степени отражали их психологию взаимоотношений тоже и между собой, и с природой. И поэтому именно эта традиционная психология, в принципе, сохранялась фактически до 90-х годов. Развитие этнокультурного туризма – так можно назвать вид туристических поездок, в ходе которых путешественники бережно и осознанно знакомятся с этнографией и традициями местного населения – один из способов поддержки коренных жителей Арктики. Это и создание новых рабочих мест для представителей коренных народов Севера, и возможность обеспечить занятостью мастеров, сохраняющих традиционные ремесла, и общение с новыми и интересными людьми. Но главное — это стимул для жителей тундры сохранять родную культуру и традиционный быт, имея возможность самореализоваться на родной земле. А для туриста Арктика — это еще и огромный простор для новых впечатлений. Здесь удивительно все. Необыкновенный простор и непривычные ландшафты. Обилие солнца и искрящегося белого снега. Ощущение полной свободы и легкости. Возможность получить новый опыт и попробовать массу новых занятий. И что важно, для этого вовсе не нужно отказываться от привычного уровня комфорта. Арктика умеет быть теплой и гостеприимной.
Арктика очень богата природными ресурсами. В недрах вечной мерзлоты сосредоточены колоссальные запасы алмазов, золота, серебра, нефти, газа, цветных металлов, каменного угля. Понятно, что любое промышленное вторжение на нашу территорию – это негатив, это отрицательно. Наша задача, во-первых, добиться того, чтобы оно происходило, это освоение максимально экологически чисто, с наименьшим уроном для природы. А самый идеальный, конечно, без урона для природы, но такого не бывает. Там везде, где есть человек, даже пускай в традиционном виде, он все равно воздействует на природу. Второе, естественно, следить за тем, чтобы шло воспроизводство. Чтобы даже после того, как промышленники уйдут, природа восстанавливалась и так далее. Все. Третий аспект. Вот тут вот как раз о финансировании. Нужно взаимодействие. Вот тут как раз социальная ответственность этих промышленных компаний. Мы должны добиваться о том, что промышленные компании, которые получают доходы за счет природных ресурсов и так далее, в том числе и помогали местным народам. У нас есть опыт взаимодействия территории традиционного природопользования, наших муниципалитетов с промышленными компаниями, когда они заключают договора и финансируются разные программы, в том числе и поддержки традиционных отраслей. Разработка месторождений в арктических регионах ведется очень бережно, чтобы не навредить уникальной природе Севера и проживающим здесь коренным жителям. Действующие в Арктике предприятия уделяют большое внимание вопросам экологии и стараются внедрять самые передовые технологии. Крупные предприятия вносят существенный вклад в развитие инфраструктуры северных городов и поселков, поддерживают самые разные инициативы местных жителей, участвуют в проведении различных фестивалей и праздников. Еще одно богатство Арктики – это Северный морской путь. Это кратчайший морской путь из Европы в Азию, использование которого позволяет значительно сократить время и стоимость доставки грузов. Этот маршрут достаточно сложен и до недавнего времени использовался редко. Но сегодня Россия – единственная в мире страна, которая обладает атомным ледокольным флотом и может обеспечить круглогодичное использование Северного морского пути. Перспективы Арктики огромны. Это и строительство новых суперсовременных предприятий, и развитие северных городов. Как нигде здесь востребованы высококвалифицированные молодые сотрудники, которые могли бы выполнять очень интересную и важную работу, сохраняя при этом гармонию и удивительно хрупкий мир Арктики.